Доброго времени суток! Вы на канале Power Device, и сейчас я хочу поговорить с вами о сервисах Google практически на всех современных Android-телефонах. А именно поговорим о вкладке Google, которая не так давно обновилась. Здесь появились некоторые дополнительные возможности, о которых стоит рассказать. Повторюсь, данное видео подойдет практически на все современные Android-телефоны. Итак, пройдем в настройки. Пароли и безопасность, конфиденциальность. К слову говоря, в конфиденциальности в самом низу не забывайте снять вот эту галочку «Участвовать в программе улучшения качества», чтобы Xiaomi не собирала информацию о вас и не отправляла на свои сервера. Но сейчас немного не об этом, хотя такие же похожие настройки мы затронем позднее в сервисах Google. А пока поднимаемся наверх. Обновление системы через Google Play. Нажимаем. Жмем «Проверить обновления». Если они есть, нажимаем «Перезапустить». Также отмечу, что такая вкладка есть абсолютно на всех современных Android-телефонах. Например, на Realme нужно зайти в настройки, защита и конфиденциальность, спуститься вниже «Система» и обновление. Обновление системы через Google Play. Итак, после того, как мы обновили свой Android-телефон, вот в этой вкладке «Обновление через Google Play», дальше идем в Play Market, в поиске пишем Google и открываем вот это приложение. Далее посмотрите чуть ниже, должна быть вкладка «Вступить в бета-тестирование». Ее нужно нажать. Дальше перезайдите на эту страницу и нажмите «Обновить это приложение». После этого, к слову говоря, если вернуться на главную страницу, зайти на вкладку нашего профиля, «Настройки», «О приложении», нажмите «Обновить Google Play». Не факт, что все это обновится на вашем телефоне. Ничего страшного. Идем на рабочий стол. И снова заходим в настройки. Вкладка Google. Все сервисы. На некоторых телефонах вкладка «Все сервисы» выглядит вот так. А вот более старая версия выглядит так. Но некоторые функции в недавнем времени обновились и там, и здесь. Вообще такие обновления могут приходить сами по себе, по воздуху. Они рассылаются с серверов Google. Так как наши телефоны все равно находятся на базе Android, а уже сверху на них присутствует оболочка MIUI или HyperOS. Так вот, в недавнем времени эта самая база Android и обновлялась. Например, ко мне в шторку прилетало такое уведомление, что ваша система Android обновлена, хотя сама версия Android не обновилась, обновились только сервисы и дополнительные функции. В общем, сейчас здесь покажу несколько интересных пунктов, в которые стоит зайти и проверить их настройки. Первая функция, в которую стоит зайти, называется «Найти устройство». И посмотрите, вот на этом телефоне вот с таким меню. Этой функции здесь может не быть. Точнее, именно этой вкладки. Она находится не здесь. А вот на этом телефоне она есть. «Найти устройство». На данном устройстве я захожу в рекомендуемые. Сервис «Найти устройство». Так вот, в недавнем времени здесь обновили вот такую строку «Найти устройство». Вам нужно включить эту галочку. Далее, например, в шторке запустить геолокацию. Нажимаем «Найти устройство». Все ваши телефоны, которые авторизированы в одном Google аккаунте, появляются здесь. Посмотрите, это мой Redmi Note 10 Pro, а это Redmi Note 13 Pro Plus. Вот он, Redmi Note 10 Pro. Я нажимаю на него. Например, я смогу на нем воспроизвести звук, удаленно заблокировать устройство, либо сбросить все настройки. Также здесь на карте будет показано точное местоположение этого телефона. Но, друзья, хоть функции и стали более удобны, есть одно но. Для того, чтобы искать этот телефон, на нем нужно включать геолокацию. Иначе просто так его не найти. Скажу так, если вы хотите, чтобы я нашел способ, как удаленно включать геолокацию и снял об этом отдельный ролик, пишите об этом в комментариях и ставьте лайки этому видео, чтобы я понял, что вам это нужно. Итак, с этим обновлением мы разобрались. Шагаем назад. Вкладка «Все сервисы». Конечно же, обязательно проверьте вкладку «Использование и диагностика» и снимите эту галочку, чтобы в Google не отправлялись некоторые действия, которые вы совершаете на своем телефоне. Еще обязательно стоит зайти во вкладку «Персонализация с учетом общих данных». Посмотрите, если продвинуться в самый низ и прочитать вот эту сноску, разрешите приложениям Google использовать данные на устройстве, чтобы сделать Android еще лучше. То есть вот на этих приложениях, где включены галочки, Google использует ваши данные. Я здесь практически все отключаю,
Обязательно оставляю только YouTube, Chrome. Сервисы от Google я не трогаю, потому что они отслеживают ваши интересы. Например, какие видео вам нравятся на YouTube, либо вот в этой ленте новостей. Вы же не хотите, чтобы здесь попадались какие-то ненужные вам новости. Внешний носитель и контакты на устройстве я также не отключаю. Шагаем назад. Также из интересного можно отметить оповещения о неизвестных трекерах. На других телефонах это может быть в личной безопасности, вот здесь. Оповещение о неизвестных трекерах. Нужно активировать эту функцию, потом в шторке включаем Bluetooth и геолокацию. Прочитаем сноску в самом низу. Трекеры — это небольшие устройства Bluetooth, которые можно прикрепить к предметам, например, ключам или рюкзаку, чтобы находить их. В некоторых случаях владельцы могут использовать трекеры, чтобы отслеживать местоположение людей без их ведома. Нажимаем «Проверить сейчас». Далее совершается проверка на трекеры вокруг вас. Также, если на вашем телефоне активировано меню для разработчиков, то здесь в самом низу у вас должен быть пункт для разработчиков. Нажмите сюда, снимите вот эту галочку «Собирать и показывать недавние действия и ошибки». Если она включена, то от некоторых приложений телефон собирает журналы, на что тратит свои силы и батарею. Нам это не нужно. Также, к примеру, у себя на телефоне я обязательно включаю вот эту функцию «Коды подтверждения из SMS». Активирую обе галочки «Автозаполнение» и «Браузер по умолчанию». Таким образом, когда вам приходит какое-то SMS-оповещение с кодом подтверждения, данный код будет вставляться автоматически. Это также очень удобно. Такие видео и полезные приложения я также публикую в своем телеграм-канале Power Device. Не забудьте, пожалуйста, на него подписаться, чтобы ничего не пропускать. Ссылка будет в описании под этим роликом. Также хочу вам сказать, что в связи с замедлением YouTube и его непонятной работой, я дополнительно публикую все свои видео в Дзене. И непонятно, что будет с YouTube в ближайшее время. Так что, друзья, на этот канал я оставлю ссылку также в описании. Прошу вас всех на него подписаться. Заранее спасибо. И, конечно, если у вас остались вопросы по этому видео, задавайте их в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на этот канал. Желаю всем качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!